Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как можно из обычного пластикового ведра сделать чудесную корзинку для хранения мелочей. Нам понадобится для начала срезать ободок у ведра. Я делаю это канцелярским ножом. Срезаем очень аккуратно, но лучше доверить это мужчине. Отлично, спасибо. У нас получилось абсолютно гладкое ведерко. Пока его отложим и далее займемся джинсами. Я взяла вот такие обрезанные джинсы и с них срежу полотно по максимально возможной длине. Далее эти полотна я разрежу на полоски шириной 4 сантиметра. Я использовала также разные обрезки и остатки от джинсов и разрезала их на полоски по 4 сантиметра. Вот такая гора полосок у меня получилась. Далее нам необходимо эти полоски заутюжить. Заутюживаю я их втрое вот таким образом. Готово. Проделаем это со всеми полосками. Вот что у меня получилось. Полосочки вышли шириной по 1,5 сантиметра. Разных оттенков, так как это были разные обрезки от джинсов. Далее начнем декорировать наше ведро джинсовыми полосками. Для этого сначала с помощью термоклея приклеим наши полоски на внутреннюю часть ведра, вот таким образом. Длина полосок должна быть минимум на 10 сантиметров больше, чем высота ведра. Готово. Вот что получилось. Вот такие вертикальные полоски, которые мы будем переплетать горизонтальными. Итак, начало полоски мы садим на термоклей и прикрываем вертикальной полоской. И далее ведем переплетение через одну полоску, вот таким образом. Плотненько все расправляем и плетем. Когда горизонтальная полоска заканчивается, мы также садим ее на термоклей и прикрываем вертикальной полоской. И с этого же места начинаем следующую. Таким образом, все швы, все состыковки у нас получаются закрыты.
У нас осталась небольшая часть полоски, мы ее обрезаем и также приклеиваем. Вот так аккуратно получается. Первая горизонтальная полоса у нас готова. И продолжаем плетение таким образом по всему ведру. Готово. Вот такое симпатичное плетение из джинсовых полосок получилось. И далее приклеим концы вертикальных полосок к дну ведра. Излишнюю длину полосок обрезаем. Готово. Вот что получилось. Но дно в таком виде мы оставлять не будем. Мы сейчас отдельно его сделаем также из джинсов. Для того, чтобы сделать дно, я срезала декоративные швы от джинсов. Вот столько швов я срезала с джинсов. И далее эти швы я буду склеивать по кругу, вот таким образом их сворачивая, также с помощью термоклея. И когда один шов заканчивается, я начинаю клеить другой и так по кругу. Необходимо приклеить наши швы по размеру дна ведра, по этому диаметру. Итак, готово. Вот такое дно получилось. И приклеиваем его к ведру также на термоклей. Готово. Пока отложим наше плетеное ведро в сторону и займемся подкладкой из ткани. Я взяла хлопок. Замеряем диаметр ведра по верху. У меня это 58 сантиметров. На ткани откладываем 60 сантиметров, так как 2 сантиметра оставляем на припуске на швы. Далее измеряем высоту ведра. У меня это 15 сантиметров. На ткани откладываем двойную высоту. У меня это 30 сантиметров.
Далее, с одной стороны, нам необходимо сделать двойную подгибку на полсантиметра и на 1 сантиметр и прошить на миллиметр от края. Затем мы сошьем бок и низ подкладки. Итак, наша подкладка готова, и теперь нам нужно вложить ее в ведро вот таким образом. Вкладываем внутрь и отворачиваем на внешнюю сторону, примерно на 5 сантиметров. Далее с внешней стороны я подогнула наш шов еще внутрь на 2 сантиметра. Мне так показалось более симпатично наша подкладка будет смотреться. Итак, наша корзинка для мелочей из обычного пластикового ведра полностью готова. Посмотрите, какое оригинальное плетение из джинсов получилось. Какая яркая и приятная подкладка. Симпатичное дно. Я думаю, эта корзинка украсит любой интерьер. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием.